Всем привет! Вот делаю новый для себя поплавок типа кивок. Отмечаю, что сама идея этой версии не моя. Ее мне подсказал и описал в комментарии на мое видео коллега-рыбак с указанным выше ником, за что ему большое спасибо. В прежнем видео вариант 1 я уже показывал, теперь показываю вариант 2. Теперь я хочу сделать поплавок более компактным, ну и верх немножко переделать. Хотя поплавок первый мне тоже понравился. Тело поплавка – шарик или цилиндр из пробки. Сквозь тело поплавка проходит пластиковая трубка. Такие трубки используют продавцы сахарной ваты или для держателей воздушных шариков. С одной стороны трубки вставляется на клей свинцовый груз. С другой у вершинки крестообразно отрезок пластиковой трубки 1 см от ватных палочек. Эту трубочку с концов можно округлить огнем. Сейчас я хочу сделать, чтобы уже после установки на воде верхняя часть кивка была менее чем 3 диаметра тела пробки, а нижняя часть менее 1 диаметра. Через трубку от ватных палочек продевается леска со стопорками с обоих сторон трубки. Ими регулируется глубина погружения. Трубка от ватных палочек нужна, чтобы леска при забросе не запутывалась. Снасть может быть обычная поплавочная или мормышка. Наклон кивка на воде регулируется движением трубки в теле пробки, а также чуть наклон будет меняться движением в конце кивка трубочки от ватных палочек. Но теперь, как я его делал, из того, что мне попалось под руку. Был у меня вот такой остаток поплавка с наружным диаметром 6 мм. И была вот такая заготовка для поплавков, уже с готовым отверстием того же диаметра. Заготовку обрезал, грузоподъемность около 7-8 грамм. Вот нашел такой груз, 6 грамм, он почти подходит, нужно будет чуть обработать напильником. Груз чуть уменьшил, сделал около 4 грамм. Вставляю груз внутрь. Для герметизации проклеиваю клеем моментом. Трубка в теле пенопласта ходит туго, это очень хорошо. Трубку сделал длиной 105 мм. Теперь я хочу в кончик кивка Г-образно вставить тонкую трубку от ватных палочек. Чтобы заглушить верх, я использую оставшуюся очень легкую бальзу. Наношу на нее жидкий клей момент и на 7-8 мм вставляю вверх трубки. Если бы у меня не было бальзы, я бы использовал пенопласт, но мазать его этим клеем нельзя, он разъест пенопласт. Клей схватился, обрезаю бальзу и наношу клей также с торца для водонепроницаемости. Сверлю отверстие в кончике, сначала сверлом потоньше, потом потолще, по диаметру труб. Также пропитываю клеем бальзу в отверстии. Около отверстия наматываю немного ниток и пропитываю их клеем. Это для укрепления кончика, и заодно будут полоски для лучшей видимости. Пока ставил трубочку длиной 17-18 мм. Трубочку ставил Г-образно. На воде не залипает.
Тело поплавка огрузил наполовину. Напомню для сравнения поклевки первой версии. Теперь поклевки более компактной второй версии. Мне второй кивок понравился больше, он более быстрый и менее инерционный. И именно эта версия ближе к рекомендациям автора. Всем пока, удачи!